Приветствую вас, дорогие друзья! И сегодня уже полюбившаяся для вас рубрика «Ответы на комментарии». Сегодня мы с вами обсудим такие моменты. Калибровка линейного клапана. Мы сейчас говорим о бустере, о тормозной системе. Как я меняю колодки, как ее можно откалибровать с помощью спецоборудования. Также мы обсудим, стоит ли прогревать гибрид. Обсудим, как работает система вентиляции в комплектациях с солнечной батареей и много других еще интересных вопросов. Не переключайтесь. И перейдем к первому вопросу, который у нас пришел от Алексея Подерина. Или Подерин. Максим, подскажи, какая суммарная емкость батареи на RX 4SH? Считается все довольно банально и просто. Вы должны знать изначальную емкость. Если мы говорим вообще о начальных цифрах, о емкости батареи, которая была с завода у этого автомобиля, то емкость элемента у RX 400 и у Prius в частности 6,5 ампер в час. Просто перемножаем 6,5 ампер в час на 30 элементов, которые в этом RX у нас установлено. Если говорить о Prius, то на 28 элементов. Так, считаем емкость батареи. Переходим к следующему вопросу. Вопрос у нас пришел от Евгения Бекульцова. Евгений, спасибо тебе, что ты неоднократно уже оставляешь комментарии, и вопросы очень интересные. В частности, мы сейчас поговорим, недавно пришла мысль, если в 20-й Prius ставят ДВС от Aqua, то могут ли владельцы 10-11 Prius поставить ДВС и ВВБ от 20-ки либо Aqua? Давай я сначала расскажу нашей аудитории о том, что, наверное, не расскажу, а констатирую факт, что батареи от 20-го Prius уже давным-давно ставят в 10-й и в 11-й Prius. То есть, это ни для кого не секрет, и много практик есть по этому вопросу. Что касаемо моторов, то здесь ситуация не такая однозначная. К примеру, если мы сейчас с вами говорим о 10 и 11 Prius, и если вот в 10 Prius поставить мотор от 11, то нужно поменять впускной коллектор, нужно будет поменять, получается, форсунки, и то есть и ряд мероприятий, все-таки какие-то части придется переставлять. Также у них отличен и вольтаж, то есть самих батарей, но основным отличием является обороты двигателя. И в первую очередь, если говорить о 10-11 Prius, максимальные обороты в 10 Prius составляют 4200 оборотов, в 11 Prius это уже 4800 оборотов. Достигается это, как вот уже на форумах я читал, там, конечно, механики такие вступают в очень жаркие дискуссии по этому вопросу, но насколько я успел с этим вопросом разобраться, речь идет о том, что на распредвалах кулачки или шейки, вот эти, как их называются, самих распредвалов на 1 мм больше у Prius у 11, да, и за счет этого он может больше оборотов двигателя себе позволить. Но отличается у них и трансмиссия. Трансмиссия отличается тем, что там стоят другие подшипники. К примеру, если говорить о оборотах трансмиссии, то если мотор у вас крутит 4200 оборотов, то трансмиссию крутит в 3,6 раза больше. Поэтому, когда вы устанавливаете на 11 Prius, на 10 Prius мотор от 11 Prius, с теми же самыми настройками, по факту есть вероятность, что нагрузка на трансмиссию возрастет колоссально. Трансмиссии и подшипники не рассчитаны для таких нагрузок. Если мы сейчас примем во внимание установку мотора от 20-го Prius, то я таких вариантов вообще не встречал, скажу честно. Я на форуме их и не видел. Но у Prius, у 20-го, у него уже совершенно иная система газораспределения. У него совсем другие топливные карты. И мотор уже раскручивается до 5000 получается оборотов. То есть, если вы говорите, если поставить мотор от Prius на трансмиссию от 10-го, мотор от 20-го Prius на трансмиссию 10-го Prius, большие у меня сомнения, что она выдержит именно вот таких вот нагрузок. Но зная наших дельцов, наших кулибиных, которым, слава богу, наша страна сильно наполнена, можно сделать все, что угодно. И ни для кого не секрет, многие знают, особенно те, кто занимается чип-тюнингом, кто занимается тюнингом автомобилей,
Прекрасные многие японские автомобили, в частности RX-8, который вот мне почему-то запомнился, я смотрел на YouTube несколько роликов, который ездит на январе на нашем моторе, тоже достаточно неплохо. И та же самая RX-8, тот же самый кузов, который изначально от завода-изготовителя идет с мотором 1.3, роторный мотор, да, там 250 лошадей, для американских версий чуть поменьше. Кто-то, если не ошибаюсь, это не в Дагестане, либо в Чечне, ребята поставили туда мотор от Приоры, представляете, да, в RX-8 мотор от Приоры, при этом они скрестили косу таким образом, что у них и штатный климат-контроль, и коробка автомата не работала. Ну, сами понимаете, да, что многие ребята действительно талантливые и не боятся трудностей. Поэтому скрестить мотор 20-ки с 10-м, с 11-м Приусом, я уверен, что можно. Вопрос, какой ценой. И переходим к следующему вопросу. Вопрос достаточно емкий, вопрос часто встречается у нас на канале, и вопрос у нас пришел от Назара Казака. Я новичок, езжу на Lexus 4 месяц, поменял колодки и загорелся чек. Также вопрос этот прилетал неоднократно у нас от Димона Брянска. Димон, тебе привет. Как же правильно все-таки на 450-м регулировать линейный клапан и как правильно в целом менять колодки? Давайте я начну со своего опыта, поскольку мой опыт, он уже достаточно емкий. Я использую гибриды уже порядка 8 лет, насколько мне память не изменяет, а в последнее время она мне очень сильно изменяет, в силу возраста, наверное. Да, 8 лет я точно, больше 8 лет я уже эксплуатирую гибриды, и никогда у меня не было проблем по вопросам тормозной системы, а в частности ошибок по нашему бустеру, по тормозному цилиндру. Я делаю следующим образом. Когда я приезжаю на станцию, я меняю как абсолютно на обычном автомобиле. То есть, как на наших «Жигулях». Мне разводят колодки, ставят новые колодки, я тормозом пару раз нажал на выключенном автомобиле, да, и все. И на этом, пожалуй, все. Больше я никуда не лезу. Если говорить о замене немножечко следующего уровня, то можно из блока предохранителей вытащить два предохранителя ABS, да, и на включенном зажигании проводить аналогичную процедуру. Ну, там от 60 до 150 грамм. Это прокачиваете все тормоза, меняете жидкость. Вот именно в этом алгоритме можно частично ее поменять. Да? Если говорить включенное зажигание, два выключенных предохранителя и качаете как на обычной машине. Это второй случай, которым я даже пренебрегаю, скажу честно. И третий случай, он, наверное, для профессионалов, то есть реальных профессионалов, у кого есть оборудование, у кого есть тачстрим. Вам нужно поставить машину на абсолютно ровную поверхность. Вот здесь вот вы читаете, сейчас есть некий инструктаж по водным. Машина ставится на ровную поверхность, руль выставлен прямо, селектор в положении паркинг, ДВС не запущен, зажигание включено, два реле стоят на месте. В таком режиме прокачивается линейный клапан. Вы заходите, следующий этап, вы заходите в меню. Заходите в меню тачстрима, выбираете автомобиль, заходите в меню, заходите в каталог ABS, там вы проваливаетесь вовнутрь, утилиты, то есть, да, ABS, потом утилиты, и проваливаетесь в тестовую систему. Также вы видите, что у вас на приборке загорится много разных индикаторов, вы сейчас вот их видите, это значит, идет тест системы. Чем для вас это грозит? Это, конечно, правильно. Это как раз и есть калибровка линейного клапана, когда вот он приходит к своим заводским параметрам и там разжимает, зажимает колодки и так далее. То есть сам процесс у него идет автоматизирован. Но это очень опасно. Я на своем автомобиле делал на RX 400 один раз под присмотром хорошего специалиста, отличной станции, не буду делать никому рекламы. И если малейшая песчиночка автомобилю, если вы смотрите это видео, я думаю, что вряд ли у вас новый автомобиль. Если автомобиль уже 10-летний, малейшая песчиночка, малейшие какое-то нарушение зазоров приведут к тому, что у вас линейный клапан вывалится в ошибку. То есть ваш бустер
пойдет на выброс. Их по факту не ремонтируют. Стоимость этого бустера варьируется от 35 до 65 тысяч в зависимости от курса доллара, поскольку мы к нему привязаны, и от наполненности рынка. Да. Если сейчас есть там 5-7 бустеров, да, конкурентная среда, ценовой демпинг, есть еще выбрать. Если их два всего бустера продаются, будьте готовы, что вам придется за него выложить немало денег. Я останусь приверженцем старых традиций. Буду, вот сейчас у меня в ближайшее время планирую менять колодки. Если кому интересно, могу также отснять, как я это делаю. И банально, как на «Жигулях». Выключенная машина, поставили новые колодки, все, я поехал. Да, смазали направляющие, все, посмотрели, сделали ревизию. Не более того. Линейный клапан я на своем автомобиле не регулировал, и вам регулировать не советую, только на свой страх и риск. Если, конечно, у вас не новый автомобиль, там 2-3 года, где там чистейшая тормозная жидкость, где вероятность попадания инородных тел в сами клапаны маловероятна, да, будем говорить так, то тогда можно покалибровать. Если этого никто никогда не делал, лучше не начинайте. И мы переходим к следующему вопросу. У нас прилетел от Андрея, ЦЕР, правильно. Prius 30, на ключе есть кнопка включения кондиционера. Как он включается, а то у меня не получается. Еще раз хотел бы выразить слова благодарности Андрею, которому подбирали автомобиль там чуть больше года назад. У него именно комплектация самая-самая такая топовая. У него есть и JBL, но это после рестайлинговая модель. У него и адаптивный круиз, и как раз у него это крыша, Solar она, по-моему, называется. Это крыша, люк. И в крыше у нас солнечные панели, да, которые собирают у нас энергию. Как это работает? Как он мне пояснил, что под левой ногой, то есть фактически где левое колено водителя, вот вы сейчас видите, там есть кнопочка. Он эту кнопочку включает весной и выключает осенью. Все. То есть это система вентиляции салона. Она дает возможность только освежить салон, то есть выгнать более теплый воздух, может быть воздух, который там уже более спертый, то есть знаете, когда на солнце стоит машина, там там от кожи запах, может быть от пластика некий, то есть она реально освежает салон, но обязательное условие должно быть, чтобы попадали лучи солнца именно на крышу. И только тогда вентиляторы начинают вращаться, именно вентиляторы печки. При этом, если солнца недостаточно, то находясь поблизости, вы можете услышать, что батареи, они, знаете, как прерываются, да, то есть солнца не хватает энергии, тык-тык-тык-тык, то есть работают в рваном режиме. И машина должна быть закрыта. Это обязательное условие для того, чтобы вентиляция начала работать. Что касаемо кнопочки AC, которые вы видите на экране, это принудительный запуск вентиляции, охлаждения, то есть кондиционера. И как Андрей сказал, что с 10-го этажа в прямой видимости он видел автомобиль, зажал эту кнопочку, и у него запустилась вентиляция, охлаждения. Это именно в этом случае, если вы запускаете с пульта, у вас работает кондиционер. Но он работает исключительно от вашей высоковольтной батареи. И как только остаток будет 2 деления на батарее, да, то получится, все прекратится. На самом деле, на практике это недолго. То есть там 4-5 минут он сможет поработать от полной зарядки, получается, по факту. Я надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос, и мы переходим к следующему вопросу. Многие из вас кричали, что гибрид греть не нужно. Но если вы меня спрашиваете, позвольте просто поделюсь своим мнением относительно этого вопроса. Я считаю, гибрид, как и любой другой автомобиль, нужно греть. Обязательно. Что касаемо гибрида, я в своем автомобиле, во всех своих автомобилях использую масла низкой вязкости. В первую очередь, я не гонщик, и поэтому для меня важно, чтобы автомобиль максимально быстро выходил на свой рабочий диапазон. А в частности, при минусовых температурах, чтобы благодаря вязкости масла 0В20, которое я использую, масло успело по всем каналам пробежаться. Грею я автомобиль примерно около 10 минут зимой. Это до 10-15 градусов. Летом порядка, наверное, 3-5 минут. Пока он остужается, да, за счет кондиционирования. Либо просто все процессы, которые должны при запуске выйти на рабочий диапазон, они успели за это время свершиться.
Я считаю, что когда вы запускаете утром свой автомобиль, у вас обогащенная смесь. Вы должны это понимать, то, что льется много топлива. Много топлива смывает масляную пленку, которая и так уже за ночь простоя по факту у вас уже исчезла. Если вы не прогретый автомобиль, где-то там выезжаете, вас пропускают, и вы опять начинаете на нем топить, представляете какие-то колоссальные нагрузки на всю поршневую систему. Ну, это однозначно. Другой момент, в наших гибридных автомобилях у них очень узкие и маленькие тепловые зазоры, то есть маслоканалы, все очень-очень маленькое и узкое. И по факту, если масло у вас густое, еще и не прогретое, оно не попадает туда, куда нужно. Но не нужно забывать еще тот момент, что нужно также привести к рабочему диапазону нашу гибридную установку. И ведь если когда батарея не прогрета, она ограничена на заряд, и она также ограничена на разряд. И поэтому те 10 минут, которые я уделяю прогреву автомобиля в зимний период, его хватает вполне, по крайней мере, на Prius это был эксперимент поставлен, это эксперимент сейчас на Lexus. Lexus, и за счет того, что имеет больший объем, большую теплоотдачу, он прогревается быстрее, чем Prius с мотором 1.8. Так вот, в Lexus сейчас через 10 минут батарея уже намного более, как сказать, эффективная. И я с парковки очень часто выезжаю на электротяге, и мотор подключается все меньше и меньше. Наверное, многие из вас замечали, что утром, когда он начинает свое движение, особенно это касаемо в пробках, говорит, почему у меня мотор постоянно заводится. В летний период вы наблюдаете другую картину, когда в тех же самых режимах вы также педалируете газом, но мотор у вас не запускается настолько часто. Дело в том, что первый момент это отопить салон, да, и самый важный момент, который и проявляет себя, батарейка еще не вышла на рабочий диапазон, и вы нажимаете на газ, она не может вам отдать электричество, она подрубает обычный двигатель внутреннего сгорания. Вот и все. Поэтому считаю, что гибрид, как и любой другой автомобиль, нужно обязательно прогревать. Да, экологии многие скажут из вас, и т.д. и т.п. Но поверьте, это того стоит, чтобы уберечь свой автомобиль, уберечь свое здоровье. Я уже не в первом автомобиле ставлю себе автозапуск, и поэтому прогрев, вы сами понимаете, каждое утро моего автомобиля он есть. И не было никогда проблем. У меня не было проблем с автомобилем, у меня не жрали масло. У меня даже Prius мой 30-й масло не кушал, даже до пробега 300 тысяч километров. У меня Lexus вот ни один не кушают масло, хотя некоторые говорят, что у них есть такая проблема. Может быть, и в этом и кроется одна из причин ухода за своим автомобилем. Просто небольшой прогрев. А я благодарен каждому из вас, что вы смотрите. Прошу вас поддержать это видео лайком. Я должен видеть, сколько вас и для кого я стараюсь. До новых встреч. Пока-пока.